Позволь, я тебя поздравлю на этом месте. Поздравлю с тем, что ты находишься здесь. В этой координате времени, координате подлинной, истинной, абсолютной и безусловной любви. Я знаю, что мы прошли с тобой нелегкий путь, но этот путь сделал нас с тобой сильнее. Этот путь позволил явить миру ту любовь, в которой нуждается каждый, и ту любовь, которую чувствуют все внутри и ищут снаружи. Я знаю, ты много слышал рассказов, историй, видел много роликов и фильмов о любви. И я знаю, насколько бесценно твое время и твое внимание. И поэтому сразу тебе скажу, что эта встреча без преувеличения изменит твою жизнь. И знай, если во время этой встречи в твоем сознании появятся мысли уйти и покинуть это пространство любви, то ты их можешь не принимать. Ты контролируешь свои мысли, а не мысли тебя. Мысли могут находиться в неупорядоченном состоянии, в хаосе, и увести тебя в очередные лабиринты на бесконечном поиске любви. И ты сам себе позволяешь провести эти минуты здесь. Потому что ты это уже начинаешь чувствовать своим сердцем. И не важно, в какой ты точке находишься своего развития или на каком уровне. Можешь поверить, эта встреча изменит тебя, потому что поток этой энергии идет из твоего будущего, наилучшего и счастливого. О любви ты знаешь не понаслышке. Ты видишь и чувствуешь любовь каждый миг. Любовь раздвигает любые рамки и границы. Энергия любви наделяет тебя силами не только жить, но любовь тебе всегда дает больше, чем у тебя есть на самом деле. Хотя это не всегда очевидно и видимо. Сила любви не только вдохновляет на невообразимые поступки. На этой силе все создано, существует и держится во Вселенной. Это та любовь, которая в тебя вселяет жизнь, тебя окрыляет и тебя возносит. К любви ты можешь прийти любыми путями, платными или бесплатными дорогами, через свое страдание или наоборот доброту. И какой бы ты курс и направление ни избрал, все они приведут тебя к безусловной любви. И здесь я тебя не призываю мне верить. Если до этого момента ты еще в этом не убедился,
то ты возьмешь и проверишь это сам. И в этом месте эта энергия и эта сила безусловной любви тебя сопровождает с заботой в твою совершенную реальность. Это безвозмездная и неподкупная любовь, которая находится здесь, тебе дает больше, потому что она без искажения подсвечивает тебе пути. Эта координата и явлена конкретно тебе для того, чтобы расширить твое сознание и представление о том, что же такое истинная, абсолютная и безусловная любовь. И это наша с тобой встреча, конечно же, не случайна. Эта встреча и была назначена в этом месте тобой же, еще до воплощения в этом теле. В подложке к этому звуку и непрерывному потоку информации, который наполнен любовью к тебе, я сознательно не использую ни ярких вывесок, ни отвлекающих твое внимание футажей, потому что твое внимание здесь направлено внутрь тебя, конкретно расширяя, без искажения, эту любовь в тебе. И кадры, которые ты сейчас наблюдаешь, как бы из темноты, как бы с другой стороны себя же самого, с тонкого мира смотришь на себя. И в этот момент, и в этой координате времени, из темноты, из темных участков твоего сознания, прямо здесь и сейчас, создаются совершенные жизненные сюжеты, наполненные любовью и счастьем. Прямо именно в этот момент, как и в том числе и именно в твоей жизни. Твои будущие жизненные сюжеты, которые ты и будешь проживать. Здесь находится ничем не прикрытая, истинная и подлинная, обнаженная любовь. Любовь, которая не нуждается в представлении и красивой упаковке. Она не ограничена и поэтому может быть разной. Любовь безграничная, а не только для избранных. Абсолютная любовь для всех и каждого. Абсолютный звук любви, проявленный через мужское тело. Звук творения любви, на котором держатся все вселенные и миры, приняв который в своем сознании и приняв эту безусловную любовь, сила этой энергии создаст вокруг тебя кокон, капсулу. Ты можешь ее себе представить, как тебе будет удобно. Эта энергия тебя будет всегда с любовью сопровождать на любых твоих путях. Эта энергия всегда наилучшим способом и наилучшим образом будет выстраивать для тебя совершенные координаты
Именно в этом месте и в этих созданных тобой же координатах, на простом, мы с тобой поговорим о любви. Здесь начинается твое знакомство с любовью, с подлинной любовью. Мы начнем наше с тобой представление с ширины понимания любви. И, конечно же, в конце этого повествования ты увидишь и услышишь прямое проявление любви. Потому что, дойдя до этой мирности, наивысшей любви, тебя здесь уже никто не будет учить любви, никто не будет преподавать любовь, и никто не будет рассказывать, как надо любить. Здесь ты окунаешься в прямую трансляцию творения, истины и безусловной любви. И ты без сомнения поймешь и почувствуешь эту любовь, о которой услышать тебя и привели высшие силы сюда. Именно в это место. Я знаю, ты почувствуешь касание Бога. Эта любовь и является им. Здесь будет разложена вся любовь по полочкам, во всех мерностях и на всех этажах. И так как здесь находится твоя последняя станция, не крайняя, не предпоследняя, а именно конечная остановка и конечная ступенька к себе самому. Твой последний Авалон, который и был явлен человечеству, как в свои времена спасительный ковчег и тому подобное. И принимая эту энергию, которая льется в этом звуке, она будет тебя обволакивать и сопровождать, так сказать, безопасно проводить через небезопасные мерности. Тем самым поднимая твое сознание, и тут даже больше подойдет, делая его шире, и именно увеличивая в объеме. По тому же подобию существует и объем химических элементов, например, которые присутствуют во всем. И этот твой внутренний объем заполняется именно в этот момент любовью. Здесь перед тобой только твоя любовь и больше ничего. Абсолютно ничего. А так как ничего и любая пустота — это тоже что-то, то значит это все и будет заполнено любовью. Безграничной и безусловной любовью. И в конце этой встречи, в твоей измененной реальности, можешь поверить, ты окунешься в божественное творение любви. Мир, в котором ты всегда мечтал или мечтала очутиться. Существуют две параллельные энергии. Энергия страха и энергия любви. Противоположные друг другу по качеству и заряду частиц. И каждый день, который ты проживаешь, ты опираешься на одну из этих энергий. И из нее и действуешь.
тем самым проживая жизнь в этом конкретном дне. Просыпаясь и вставая утром, человек начинает совершать определенный набор действий. Например, идя на работу, если тобой движет и твоей целью являются материальные ценности, то тобой движет энергия страха. Страха за свою жизнь и, быть может, тебя окружающих. Страхом перед начальством, правительством. И неважно какой, как тебе она кажется, вышестоящей инстанцией. Тем самым все, что ты не создаешь, основываясь на этой движимой страхом энергии, все рано или поздно будет разрушено. Потому что цикл энергии во Вселенной уже изменился. И реальности, в которых основополагающей энергией был страх, они сворачиваются, схлопываются, завершаются. Не принимая эти изменения, люди остаются находиться в прошлом, в прошлых энергиях, которые разрушают ихнюю жизнь, соответственно, отмирая. Посмотри своим вниманием на то, что ты чувствуешь и что испытываешь, когда находишься в позиции, если тебя кто-то обидел или поступил с тобой плохо, то ты находишься в позиции вины и борьбы. И это твой, и только твой выбор находиться в такой позиции. И когда твое внимание обнаружило эту позицию, заметило, то ты уже можешь выбрать другую и ее занять. Например, позицию принятия и любви. И с каждым разом ты можешь перемещаться по таким позициям внутри себя, как настоящий мастер жизни, меняя ситуации и сюжеты. Любовь — это когда ты по совести относишься прежде всего к себе, а соответственно и к любому окружению, в которое ты попадаешь. Обладая абсолютным уровнем любви, ты начинаешь обладать всеми качествами, которые присутствуют в жизни, без разделения на плохие и хорошие. И исходя из ситуации, в которой ты находишься, ты можешь оперировать любыми из этих качеств. Но всегда эти качества будут направлены с любовью по отношению к другому человеку или ситуации. И вот представь, такого же качества энергия начинает возвращаться и к тебе обратно. Любовь выходит из тебя. Любовь тебе и возвращается. Эта истина всегда лежит на поверхности. И перед носом каждого человека. Но увидеть ее способны лишь те, кто смог перешагнуть через себя. И начиная
действовать из энергии любви и принятия этой жизни в полной своей мере, с тем, что явлено конкретно в твоем пространстве и твоем окружении. Человек начинает перемещаться неограниченно по всем возможным координатам и мерностям. И я думаю, ты хотя бы раз в своей жизни слышал обозначение сверхчеловека, обладающий сверхвозможностями, кажущимися невообразимыми для остальных. Я не имею в виду пускание огненных шаров из руки или еще каких-либо сказок, а сверхвозможностей, когда человек знает решение каждой ситуации, какой бы сложной она ни была, знает ответ на любой поставленный вопрос, ясно видит будущее, управляет и создает материю, многомерно видит любые потоки информации, обладает сверхразумом, создает и меняет реальности, и внутри себя может перемещаться во времени, одномоментно проживая любые жизненные сюжеты, находясь в постоянной гармонии и балансе, без напряжения и какого-либо давления, внутреннего или внешнего. Это всегда нахождение в безопасном состоянии, потому что, принимая всю видимую и невидимую реальность, сверхчеловек априори находится всегда в лучших координатах, и любые ситуации становятся для него безопасными. Проживая эту же самую жизнь, только уже на наивысшей мерности, с вытекающими из этого наилучшими и счастливыми жизненными сюжетами. И здесь я тебе не рассказываю о каких-то и когда-то будущих сверхлюдях, или возможных, или где-то прочитанной, или увиденной мной информации. Я тебе говорю о том, что, находясь в позиции такой любви, конкретно я испытываю это на себе, конкретно ощущаю, и этим являюсь. Сверхчеловек — это и есть Бог, который проявляется в теле человека в этот момент, когда ты наполнен любовью. Просто Бог не может проявиться в человеке, когда он находится в искаженных энергиях, во внутреннем хаосе и энергиях страха. Бог проявляется в твоем теле и начинает управлять им со всей своей окружающей свитой, которая начинает заботиться о тебе. Все пространство оживает, начиная открыто взаимодействовать с тобой. Ты перестал смотреть на эту жизнь через призму каких-либо убеждений. Ты перестал смотреть на жизнь через замочную скважину. Ты открыл свою внутреннюю дверь. Ты открыл свое сердце. И поэтому любовь разливается повсюду.
любовь всей жизни начинает заботиться о тебе. Знаешь, я на своем пути встречал много людей, которые не верят в любовь. И, конечно же, я чувствую каждого. Понимая и осознавая, почему они не верят в нее. Потому что человеческое понимание и представление о любви за все времена было сильно искажено. И для некоторых людей стало даже слышать о любви чуждо и противно. В этом моменте я проведу твое внимание по мерностям любви, внутри которых ты обнаружишь свою потерянную любовь. Соедини все ее части в безусловную. Здесь и сейчас я возвращаю тебе твою потерянную любовь. Почувствуй себя, когда ты родился на свет. Твоей первой любовью становится нежность матери и ее сладкая грудь. И ты начинаешь не представлять своей жизни без этой любви. Твоя любовь к этому, так же, как и любовь с обратной стороны от матери, наделяла тебя силами и жизненной энергией для твоих дальнейших путешествий по миру. И с каждым твоим сделанным шагом твоя любовь начинала расширяться. Ты начинал испытывать любовь к каким-то игрушкам и вещам. Помнишь, люблю это или люблю то. И делая свои новые шаги, ты всегда испытывал еще большую любовь. Особенно, когда ты соприкоснулся с любовью внутри другого человека, противоположного пола. Ты чувствовал, что эта любовь такая же, как и у тебя внутри. Такая же ее энергия. Только она находится в другой оболочке. Эта любовь была намного сильнее, чем к вещам и игрушкам. Поэтому тебя так сильно и тянуло к этой любви. Такое сильное притяжение и было. Эта любовь всегда стремится соединиться сама с собой. Эта энергия является одной и той же сутью, только была разделена на две составляющие. Для познавания себя же с разных сторон. Облокотившись на эту любовь, ты продолжил делать свои дальнейшие шаги. Эта любовь и становилась твоей движимой силой. По мере этих шагов твоя внутренняя любовь проникала на различные слои. И ты оставлял кусочек этой своей внутренней любви, ее частичку в чем-то или ком-то. Твоя любовь распространилась на твои дела, вещи, места и людей. И наступил момент, когда эта внутренняя любовь внутри тебя закончилась.
твое внимание вместе с любовью распылились по всему миру. Поэтому в такие моменты человек и перестает испытывать любовь к чему-либо. И даже к человеку. Он перестает верить в любовь. И начинает во всем видеть ее противоположность — нелюбовь. Описывая все вокруг из своего искаженного ума и логики, тем самым начиная в это верить и продолжать находиться в этой разрушающей самого себя реальности. Со всеми вытекающими из этого обстоятельствами: гневом, страхом, страданиями и мучениями. Он начинает искать любовь там, где ее нет. Например, в алкоголе, наркотиках, религиях, различных практиках, порнографии, переборе различных партнеров, чрезмерной еде и даже в однополых отношениях, как и во всех остальных состояниях, меняющих и влияющих на организм. Тем самым, выходя своим вниманием из тела, ища эту любовь не только снаружи, но уже и внутри своего сознания. Чтобы восполнить свою внутреннюю ее утрату. В процессе этого поиска человек теряет свою жизненную энергию. Этот поиск и уводит человека из жизни в дальнейшее перерождение в новом теле. Для продолжения, познавания и поиска этой любви, находясь в позиции разделения внутри себя, ощущая себя в реальности борьбы. И Вселенная всегда находится в позиции созидания и направлена также к человеку. И даже тогда, когда ты испытывал снаружи жесткость, несправедливость и плохое отношение к себе, то это лишь ее забота к тебе. И такие жизненные сюжеты были и даны тебе на твоем пути в виде, так назовем, закрытых дверей, чтобы ты перестал искать любовь там, где ее нет, и начал внутри себя собирать свою распыленную любовь. На этом месте ты ответишь сам себе как раз на свой внутренний вопрос: почему же Бог обладает безусловно любовью ко всему? Этот Бог и есть ты. И в этом месте, и только благодаря твоим усилиям, твоей выдержке, упорству и терпению, твоя любовь в полной своей изначальной и истинной форме возвращается тебе. Она становится тобой, а ты ей.
Любовь — это и есть та истина, которую все так ищут и не могут найти. Теперь ты понимаешь, почему любовь окрыляет. И когда ты любишь, ты словно летаешь, как Бог, до небес. Пожалуй, мы опустим какие-либо дальнейшие представления, просто прикоснувшись к этой любви. Каждая душа, каждый дух и каждое людское сердце без какого-либо сомнения все истинно поймет. На уровне внутренних ощущений, прожитых чувств и полученных качеств. И во время этого уединения и встречи с наивысшей любовью каждый сможет создать свою любовь и увидеть свою вторую половинку. Этот портал и этот телепорт, это время и это координаты были явлены и даны человечеству для этого. Сейчас ты наблюдаешь в центре экрана сердца. Итак, возьмем условно вокруг его пустоту. Эту мерность и это сердце, мое сердце. Сердце, через которое с тобой говорит Бог, которое тебя всегда сопровождало и с заботой проявляется здесь. Но дальше это сердце становится тобой, единым твоим целым. Поэтому шагай смело. Это шаг в пустоту. И знай, в этой пустоте все во всем, и везде, и всюду истинная и подлинная любовь. На этом месте твое сердце, твой атом освобождается от любых цепей, любых сил и любых энергий, его сдерживающих и его ограничивающих. Так же, как и твое сознание и твой разум. Приятного путешествия. Люблю. Люблю. Здесь в сердцах душа вздохнет со словом «Ах». Ликуют боги на небесах, соединение всего в центрах. Рассыпется любая боль, как заклинанием,
здесь в золотых словах. На этих строчках я возьму тебя с заботой на руках. Позволь, славлю твое внимание любовью, меняя ДНК, тела наполнив заряженной кровью. В 12 заложен смысл. Я для тебя 13-й открою. Рассвет внутри тебя, как просыпается весь мир весною. Соединяются пусть высшей силой, бытиям, два сердца, две любви, навечно, навсегда. Абракадабра, Ка и Ба. Единство душ, всего и вся. Прям проявление чудес. Такие вот дела. Мой вирус любви тут будет глубже в тебя проникать. Любовью безусловной все клеточки питать. С душевной теплотой, волною обнимать. Я покажу тебе, как мы без крыльев можем над землей летать. Согреет душу в нужный для тебя момент. Здесь Бог любовью ставит для человечества эксперимент. Собрав картины все в один любовный свет. Одно кино, написанное за миллиарды лет. Оставим позади сомнения и все слова, где окончания нет. Я вижу все насквозь, открою и тебе весь совершенный, истинный сюжет. Я глубже проникаю, не где-то он, а вот он здесь, момент. С тобой и с жизнью я больше не играю. В моей колоде полный сет. Я был на Эвересте и даже выше. На меморандуме планет. Внутри всего
И там, снаружи, где исходит свет, пришел черед земли. Пусть разольется красок цвет. За мной стоят все боги, и пишем мы не новый, а совершенный, истинный завет. Любовью стены в пыль стираю, из темных всех подвалов я души поднимаю. В руинах лабиринты, через материю всем звуком проникаю. Твое внимание с-под плит и пирамид в дорогу краю направляю. Твой самый лучший день всегда. Любовь на высших смыслах и сферах бытия. Глоток вселенной, свежий кислород. Тебя, меня. Восторжествуют духи все. Танцует пусть душа. Наполненность любовью хлыщет сквозь края. Любовь в суперпозиции, творение Творца. Соединил материю любовью, разбросанные части, которые были внутри тебя. Позволь, и я буду воплощением всей жизни и бесконечного добра. Внутри так стало классно. Я посвящаю здесь любовью. Рука Отца. Инициация любви. Поплыли берега твои. Я стану для тебя легендой в бескрайнем облаке любви. Как настоящая вселенная, от логики всегда на шаг здесь впереди. Одна здесь будет ценность, и движет только мной любовь внутри любви. Почувствуй, какой здесь мощности творения. Цепочки слов меняют измерения. Придет спокойствие, где было сильное сердцебиение.
Словно рентгеном свет проходит любовью излучением. Здесь тот инопланетный разум, о котором было сказано так много лет, вещает в звуках, открывая человечеству скрижали всех секрет. Прием, прием, прием. Прими сигнал с других планет. Через любовь тебя сопровождая, из любых страданий, гнета, бед. С источников пусть льется звук. Я с высших мерностей вещаю. Любовь струится в каждом слове. Через слои я проникаю. Здесь нету места страху. Все теоремы, коны, формулы меняю. В истоках сутей творение совершаю. С тобой мы отправляемся в мечты всех снов. Ведь человечество так ждало, когда любовь проснется вновь. Восстановлю как доктор твою потерянную кровь. Как Один у истоков всех миров. Зову тебя я в бесконечность и наивысшую любовь. Проникнет звук на глубину всех косточек мозгов. Такой энергии любви не видел свет на протяжении годов, веков. И тишь сознание, как будто сделал громкость off. Гармония всего. И здесь не нужно больше лишних слов. Любовь, терпение, любовь. Шагами наступая вновь, то истинное чувство, когда выпрыгивает сердце и закипает кровь. И растворяя все слова, осыпавши остатки букв в любовь, любовь.
любовь. Здесь тебя будет ждать всегда истинная любовь, наивысшая любовь. Любовь. Мы так долго ее искали. Так долго ждало человечество этой любви. Безусловно, божественной любви. Самой настоящей и истинной. Той любви, которая является движимой силой всего. Всех людей, всех сутей, всех действий, всех материй, земных и внеземных, явленного и непроявленного, по все стороны, и те, и эти. Любви, на которой держатся все реальности и вселенные. Любовь, благодаря которой ты открываешь на свет каждый день свои глаза. Ту любовь, которую ищут твои бездонные зрачки. Твое внимание. Любовь, о которой написаны тонны мемуаров, и не только. Любовь, с помощью которой ты родилась и родился на этот свет. Любовь в действии и в бездействии. Любовь, которая заставляет тебя идти этот путь. Внешняя любовь и внутренняя любовь, которую ты раскрываешь через себя. Любовь, с помощью которой ты обретаешь новые силы и новые возможности, обычные и сверх. О любви я буду тебе рассказывать до бесконечности, сопровождая этим звуком в самую совершенную реальность. И здесь находятся все твои пути, которые сводятся в одну точку, в точку любви. И можешь поверить, прикоснувшись единожды к этой истинной любви, ты ее ни с чем больше не спутаешь, как и не сможешь позабыть. Она станет частью тебя, а ты частью ее. Это такая же любовь, которую ты проявил бы для самого себя. Я позволяю себе раствориться в любви. И вот мы подходим к этому месту, когда ты начинаешь чувствовать любовь каждой своей клеточкой.
В этом месте ты не случайно чувствуешь близость, внутреннюю близость с тем, что ты здесь находишься. Это внутреннее твое притяжение, притяжение к своей потерянной любви. Я тебе не рассказываю о любви. Я тебе транслирую любовь. Скажу тебе больше. Любовь, которую в следующие времена начнет транслировать каждый человек на этой планете. Неограниченная любовь. Любовь ко всему. Через эту мерность безусловной любви пройдет каждое живое существо во Вселенной. Потому что любовь — это твоя истинная сущность. Следующую страницу любви мы уже напишем вместе с тобой. Люблю.